минуты на минуту Аполлон-12 приземлится на Луну. Слышно. О боже, это фантастика. 3 дня назад, 14 ноября 1969 года, на поверхность Луны была доставлена первая цветная телекамера. Экипаж Аполлон-12 состоит из 6 участников программы Аполлон. Происходит из космического центра Кеннеди во Флориде. Милый, привет. Все хорошо? Они снова высадились на Луну. Ты это знал? О, чудесно. Вот придурки. Пустая трата времени. Там же ничего нет. Разве не прекрасно то, чего мы можем достичь? Мы? Я тебе скажу, кто прекрасно. Ты? Погоди, не спеши. Как же ты красива. Что-то не так. Все окей. Командир Чарльз Пит Конрад и пилот лунного модуля Алан Л. Бин совершили посадку на Луну, в то время как... Извини за такой ужас. И слышать об этом не хочу. Ну это уже слишком. Заткнись! Иди. С минуты на минуту Аполлон-12 приземлится на Луне. Слышно. О боже, это фантастика. 3 дня назад, 14 ноября 1969 года, на поверхность Луны была доставлена. Привет, милая. Они снова высадились на Луну. Ну и чё? Что там? Ничего. В смысле? Просто ничего. Ну, Я же сказал, что ничего. Садись. Доедай свой ужин. почему бы нам просто не уйти? Да заткнись ты!
минуты на минуту Аполлон-12 приземлится на Луну. Самое время взглянуть на часы и ожидать ответа экипажа. Слышно. О боже, это фантастика. 3 дня назад, 14 ноября 1969 года, на поверхность Луны была доставлена первая цветная телекамера. Надеемся, что мы сможем увидеть то, как Ну, здравствуй, милая. на Луне. Экипаж Аполлон-12 состоит из 6 участников программы Аполлон. Все происходит из космического центра. И сколько времени до ужина? Через 4 месяца после Аполлона-11 У нас опять нет воды. Может, стоит вызвать сантехника? Да сколько тебе повторять? Ты даже лампочку заменить не можешь. Если что-то сломалось, то я сам починю. Ты поняла? Не смей никого приводить в мой дом. Я ясно выражаюсь? Пожалуйста. Умоляю тебя, давай просто уйдем. А там все равно ничего нет. Через 4 месяца после Аполлона-11 экипаж Аполлон-12 Я проголодался. из 6 участников. Я так больше не могу. Вечно ты чем-то недовольна. Разве нет? Да, ты разве не помнишь? На твоем месте. Сука. Смотри, до чего ты меня довела. Прости. Это было просто случайно, я не хотел. Но и тебе не стоит делать все эти глупости. Ты же знаешь, что меня это бесит. Здрасте, я пришел решить проблему. Какой? А у вас вода хлещет с лужайки. Похоже, труба лопнула. Я перекрыл кран. А, ну теперь понятно. Милая, ты слышала? Оказывается, труба лопнула. Вот почему не было воды. Моя жена изо всех сил пыталась приготовить ужин. С ней все в порядке? Все нормально. Просто упала. Бывает. Скажи, а как ты сюда добрался? В смысле? Как ты сюда добрался? На грузовике? Мужик, ты На норм? каком? Вон на том. Я просто починю трубу и уеду. Нет, не беспокойся, ладно? У меня все под контролем. Просто небольшой инцидент. Так что я сам справлюсь. Ну, если передумаешь. Я же говорил, что сам починю. Клянусь, я не звонила ему. Он ушел? Пожалуй. Вот это сама чини. Что ты делаешь?
Ничего. Помогите! 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 Черт! Nothing right, hold you back. Loving you's just something I do. If it's a Friday, I'll stay out all night. If it's a good song and dance real fine. If he's a friend of yours, that's driving me right. Nothing I wouldn't choose, yeah. Loving is just something I do. Слышно. О боже, это фантастика. Вот это достижение. Вот эта команда. Приземлились и сразу выходят на связь, как и обещали. Взлет происходит из космического центра Кеннеди во Флориде. Через 4 месяца после Аполлона-11. Экипаж Аполлон-12 состоит... И как тогда это называется? Что ты там увидел? Господи, опять ты за свое. Тебе разве всего этого мало? Оглянись вокруг. Ты даже ужин приготовить не можешь. Я единственная, кто когда-либо любил тебя. Кто? Ты? Следи за языком. И что ты хочешь с этим сделать? Не подходи ко мне. Ты угрожаешь мне в моем собственном доме? Не подходи! Там ничего нет! Вернись, это мой дом! Это наш дом! Здесь мы живем!
Переведено и озвучено Диафильм Студио. Перевел Айрон Ники. Роли дублировали Елена Лунина, Кирилл Патрино, Артём Бахтин, Роман Андронов и Михаил Полежаев.